Мальчик отказывается сидеть за школьной партой. Директор устанавливает камеру и не может поверить в то, что видит. Классная комната в детском саду была яркой и красочной, наполненной звуками детского смеха, царапанья карандашей по бумаге и скрежета маленьких стульчиков по полу. Но в дальнем углу комнаты, вдали от других детей, прислонившись спиной к стене, сидел 5-летний Лукас Рид. Он крепко скрестил руки на груди. Его обычная улыбка исчезла, сменившись упрямым выражением лица. Мисс Альварес, его учительница, опустилась на колени рядом с ним. Ее темно-карие глаза были полны беспокойства. Она говорила мягко, но в ее голосе слышалась усталость. Она пыталась говорить об этом каждый день в течение нескольких недель. «Лукас, дорогой», — сказала она, — «ты должен сидеть за своим столом, как другие дети. Скоро мы исполним нашу песню «Алфавит». Лукас покачал головой, его спутанные светлые волосы упали ему на глаза. «Нет», — пробормотал он, уставившись в пол, — «это плохо». Мисс Альварес вздохнула. «Что в этом плохого, Лукас? Твой стол такой же, как и у всех остальных». Но Лукас не ответил. Он только крепче сжал колени, как будто, уменьшившись в размерах, мог обезопасить себя. 3 недели назад Лукас был таким же, как любой другой воспитанник детского сада, смеющимся, стремящимся учиться, всегда поднимающим руку, чтобы ответить на вопросы. Он любил рисовать картинки и рассказывать глупые анекдоты, которые заставляли его одноклассников хихикать. Но однажды утром он перестал сидеть за партой. Сначала мисс Альварес подумала, что он просто шутит. Возможно, вместо этого он хотел посидеть на ковре. Но когда она осторожно усадила его обратно на место, все его тело напряглось. В его голубых глазах появилось то, чего она раньше не замечала — страх. Нет, он закричал, причем достаточно громко, чтобы другие дети обернулись посмотреть. С тех пор он отказывался. Сколько бы наклеек она ни предлагала, как бы терпеливо ни разговаривала с ним, Лукас всегда сидел в углу, тихий и замкнутый. После очередной неудачной попытки усадить Лукаса за стол, мисс Альварес сняла трубку во время обеденного перерыва. Она набрала номер Елены Рид, матери Лукаса. Телефон прозвонил 4 раза, прежде чем усталый голос ответил на звонок. «Здравствуйте, мисс Рид. Это мисс Альварес из начальной школы Пайнвуд. Извините, что беспокою вас на работе, но я действительно беспокоюсь о Лукасе». Последовала пауза, затем вздох. «Он все еще не сидит за своим столом? Нет, его там нет, и он не говорит мне, почему. Он тебе что-нибудь говорил? Нет», — сказала Елена, защищаясь. «Дома с ним все в порядке. Он садится за стол ужинать, он садится на диван. Я не знаю, почему в школе все по-другому». Мисс Альварес потерла лоб. «Я знаю, это должно быть неприятно, но нам нужно разобраться, что происходит. Что-нибудь изменилось дома? У него появились новые люди? Что-нибудь, что могло бы его расстроить?» «Ничего», — огрызнулась Елена, и тут же виновато добавила: «Послушайте, я работаю на 2 работах, я стараюсь изо всех сил, может, он просто упрямится». Мисс Альварес смягчила голос. «Я не думаю, что это так, что-то не так. И если мы не сможем выяснить, что именно, школе, возможно, придется предпринять дальнейшие шаги». «Что это значит?» Голос Елены стал резче. «Возможно, директору придется привлечь службу опеки, просто чтобы убедиться, что с Лукасом все в порядке». Долгое молчание. Затем Елена тихо сказала: «Я приду завтра. Мы поговорим». На следующее утро мистер Донован, директор школы, сидел напротив мисс Альварес в своем кабинете.
Это был высокий мужчина с сидеющими волосами и твердым, но добрым лицом. «Вы думаете, это серьезно?» — спросил он, нахмурившись. «Я думаю, да», — сказала мисс Альварес. «Дети так себя не ведут без причины. Он чего-то боится». Мистер Донован откинулся на спинку стула. «Мы встретимся с матерью сегодня, но если так будет продолжаться и дальше, мы должны подумать о том, что, возможно, дома происходит что-то, о чем мы не знаем». Мисс Альварес заколебалась. «Что, если это что-то происходит здесь?» Мистер Донован приподнял брови. «Вы думаете, кто-то в школе причиняет ему боль?» «Я не знаю», — призналась она, — «но нам нужно это выяснить». Мистер Донован медленно кивнул. «Тогда мы это сделаем». В тот день Елена Рид сидела в кабинете директора, сжав руки на коленях. Она выглядела измученной, под глазами были тени от недосыпания. «Мисс Рид», — мягко начал мистер Донован, — «мы хотим помочь Лукасу. Но нам нужно понять, почему он отказывается сидеть на уроке». Елена сжала челюсти. «Я не знаю, он мне не скажет. Его когда-нибудь кто-нибудь обижал или пугал?» «Нет», — резко ответила Елена, затем сказала тише. «Насколько я знаю, нет». Мистер Донован переглянулся с мисс Альварес. «Если мы не сможем разобраться с этим, школе, возможно, придется обратиться за помощью извне. Такова процедура». Глаза Елены наполнились слезами. «Вы думаете, я причиняю боль своему сыну?» «Мы пока ничего не думаем», — быстро сказала мисс Альварес. «Мы просто хотим, чтобы с Лукасом все было в порядке». Елена прерывисто вздохнула. «Тогда помогите мне выяснить, что случилось». Мистер Донован кивнул. «Мы будем». И с этого момента был сделан первый шаг к истине. Неделя прошла без изменений. Лукас по-прежнему отказывался садиться за свой стол, как не уговаривала его мисс Альварес. Но в пятницу утром произошло нечто неожиданное. Пока другие дети рассаживались по своим местам, Лукас в нерешительности остановился у своей парты, на которой ярко-синими буквами было написано его имя. Его маленькие ручки вцепились в спинку стула. Впервые за несколько недель он медленно сел. Он просто хотел быть похожим на своих одноклассников. Но в глубине души он знал, что случится что-то плохое. Мисс Альварес затаила дыхание, внимательно наблюдая. Был ли это прогресс? Но Лукас не выглядел счастливым. Его плечи были опущены, пальцы так крепко сжимали стол, что костяшки пальцев побелели. Его взгляд метался по классу, как будто он ждал, что случится что-то плохое. После урока мисс Альварес поспешила в кабинет мистера Донована. По ее словам, сегодня он сидел, но что-то все равно не так, он выглядел испуганным. Мистер Донован потер лоб. «Нам нужно знать, что происходит в классе, когда мы не смотрим. Вы имеете в виду камеру?» — спросила мисс Альварес. Он кивнул. Всего один раз, незаметно, чтобы понять, что мы упускаем. Мисс Альварес заколебалась. Это вообще разрешено в целях безопасности учащихся? Да, мистер Донован твердо сказал, если Лукас напуган, нам нужно знать почему. В тот день, когда у детей была перемена, под потолком была установлена крошечная камера, направленная на парту Лукаса. Никто бы этого не заметил, если бы не знал, где искать. На следующее утро мистер Донован и мисс Альварес смотрели прямую трансляцию из его кабинета. Сначала ничего необычного не показалось. Лукас сидел за своим столом беспокойно, но спокойно. Другие дети оживленно переговаривались, когда мисс Альварес начала утренний урок. Затем дверь в класс открылась. Лукас вздрогнул всем телом. Он резко повернул голову в сторону двери, его дыхание участилось.
Это был просто разносчик ланча, оставивший записку. Мисс Альварес нахмурилась, почему он так отреагировал. Мистер Донован перемотал запись. Посмотрите на его лицо. Глаза Лукаса расширились от страха всего на секунду, прежде чем он понял, кто это был. Они продолжали наблюдать, и каждый раз, когда дверь открывалась, Лукас вздрагивал. Каждый раз, когда позади него раздавались шаги, его плечи напрягались. Затем в середине утра мистер Грилли, классный руководитель, небрежно шел позади учеников, останавливаясь то тут, то там, чтобы поправить карандаш или бумагу. Дойдя до стола Лукаса, он остановился. «Подождите», — прошептала мисс Альварес, — «вернитесь назад». Мистер Донован перемотал запись на несколько секунд. Они снова увидели, как мистер Грилли наклонился, положив руку на спинку стула Лукаса. Его пальцы на мгновение задержались на талии мальчика. Лицо Лукаса мгновенно изменилось. Его маленькое тело напряглось, глаза расширились от беспокойства. Но общение закончилось так быстро, что если бы они не наблюдали за происходящим внимательно, то совершенно ничего бы не заметили. Мисс Альварес ахнула, поднося руку ко рту. «Боже мой!» Лицо мистера Донована потемнело, костяшки пальцев побелели, когда он вцепился в край стола. Вот почему он не хочет садиться. Они снова прокрутили запись, наблюдая в тошнотворной тишине, как сцена повторяется. Ошибки быть не могло. Реакция Лукаса, то, как он застыл, страх в его глазах. Мисс Альварес почувствовала, как слезы застилают ей веки. Как давно это происходит? Мистер Донован покачал головой, его голос звучал тихо и яростно, слишком долго. Не говоря ни слова, мистер Донован поднял трубку и набрал номер. «Детектив Руис? Это директор Донован из начальной школы Пайнвуд. Вы нужны нам немедленно». Менее чем через 30 минут детектив Руис и офицер Харрис стояли в кабинете с мрачными лицами, просматривая видеозапись. Детектив Руис резко выдохнул. «Дальше мы сами разберемся». На следующее утро мистера Грилли вызвали в офис под предлогом обычного совещания. «Мистер Грилли», — сказал мистер Донован, стараясь говорить нейтральным голосом, «мы проводим некоторые кадровые перестановки. Вы отправитесь в окружное управление для получения нового назначения». Мистер Грилли моргнул, и его улыбка погасла. «Какие-то проблемы?» «Это обычное изменение». Мистер Донован ловко соврал. «Пожалуйста, соберите свои вещи». Когда мистер Грилли вышел из здания, не подозревая о детективах, ожидавших его в окружном управлении, мисс Альварес наблюдала за ним из окна своего класса. Ее руки были крепко скрещены на груди, все было кончено. В тот день мисс Альварес сидела с Лукасом на перемене, пока другие дети играли. «Лукас», — мягко сказала она, — «теперь ты в безопасности. Мистер Грилли больше не вернется». Лукас посмотрел на нее, и в его голубых глазах смешались страх и что-то еще, надежда. «Правда?» «Правда», она обещала. По дороге домой из школы мы ехали в тишине. Елена то и дело поглядывала в зеркало заднего вида на Лукаса, который, сгорбившись, сидел на своем заднем сиденье и смотрел в окно. Его обычная болтовня о супергероях прекратилась. Вместо этого он прикусил нижнюю губу. Его маленькие пальчики теребили нитку на рубашке. У Елены защемило сердце. В тот день ее вызвали в кабинет директора, где мистер Донован и мисс Альварес рассказали ей о том, что они увидели на камеру. Их слова были для нее как удар под дых. Мистер Грилли, прикасающийся к Лукасу, ее ребенку. Елена не могла дышать. Она притянула Лукаса к себе, прижимая его так крепко, что боялась, что может раздавить его.
Горячие слезы потекли по ее лицу, когда она зарылась носом в его волосы. «Мне так жаль, малыш, мне так жаль», — выдохнула она. «Но его больше нет, он никогда не вернется. Ты в безопасности». Лукас прижался к ней, его маленькое тельце дрожало. Впервые за несколько недель он заплакал. По-настоящему заплакал, выплескивая весь страх, который держал в себе. На следующее утро Елена вошла в школу. Лукас крепко сжал ее руку. Мистер Донован ждал их в своем кабинете. Как только Елена села, директор наклонился вперед. На его лице отразилось сожаление. «Мисс Рид, я не могу выразить словами, как мне жаль», — сказал он хриплым голосом. «Мы должны были заметить это раньше. Мы должны были защитить его». Елена сжала челюсти. «Да, вы должны были это сделать». Мистер Донован не стал спорить, вы правы, и мы вносим изменения, чтобы такое больше никогда не повторилось. Он рассказал о новых мерах предосторожности, о большем количестве камер в классах и коридорах, более строгие правила взаимодействия персонала со студентами, никаких ненужных прикосновений, никаких встреч 1 на 1 за закрытыми дверями. Елена слушала, и ее гнев постепенно уступал место усталости. Это не изменило бы того, что случилось с Лукасом, но, по крайней мере, другие дети были бы в большей безопасности. Тем вечером, когда Елена укладывала Лукаса в постель, он посмотрел на нее с серьезным выражением лица. «Мамочка? Да, малыш, теперь я действительно в безопасности». Горло Елены сжалось. Она поцеловала его в лоб. «Да, Лукас, ты в безопасности. И если кто-нибудь еще раз попытается причинить тебе боль, ты сразу же скажешь мне, хорошо?» Лукас кивнул, его веки опустились. «Хорошо». Выключив свет, Елена остановилась в дверях, наблюдая, как грудь ее сына поднимается и опускается с каждым сонным вздохом. В конце концов, мистер Грилли признал себя виновным и получил тюремный срок от 8 до 12 лет и постоянную регистрацию. Однажды вечером Елена показала Лукасу письмо, подтверждающее наказание Грилли. «Бэтмен больше никому не сможет причинить вреда», — прошептала она. Лукас просто кивнул и вернулся к игре, впервые за несколько месяцев по-настоящему улыбнувшись. Хотя тени остались, безопасность была восстановлена. Кошмар закончился, и на его месте выросло что-то хрупкое, но драгоценное. Доверие восстанавливается день ото дня. Если вам понравился этот сюжет, не забудьте поднять большой палец вверх и нажать на кнопку подписки. И дайте нам знать в комментариях, из какой точки мира вы смотрите сериал. Мы рады всем вам. Спасибо за просмотр.